Привет, друзья! Сегодня природа вновь напоминает нам, что человек здесь не хозяин. Земля содрогается, штормы сметают все на своем пути. И кажется, что стихия только набирает обороты. Планета охвачена землетрясениями, ураганами, оползнями и наводнениями. Всего лишь за одни сутки произошла масса событий. И сегодня мы все это вам покажем. В Новороссийске и прилегающих населенных пунктах сложилась серьезная гидрологическая обстановка, вызванная сочетанием обильных осадков и интенсивного таяния снега в горной части региона. Резкое потепление спровоцировало стремительный приток воды в русло местных рек, что привело к их выходу из берегов и подтоплению нескольких районов. Наиболее сложная ситуация зафиксирована в хуторе Горном и селе Мысхака. Уровень воды в реках поднялся до опасных отметок, вызвав подтопление низменных участков, придомовых территорий и подвальных помещений частных домовладений. Мощные потоки воды, смешанные с илом, затруднили движение по ряду дорог местного значения, превратив улицы в труднопроходимые зоны. Муниципальные службы Новороссийска и подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности для оперативного реагирования на угрозу дальнейшего распространения паводка. В пострадавших районах ведется непрерывный мониторинг уровня воды с помощью гидропостов, а оперативные группы проводят подворовые обходы для оценки ущерба и оказания помощи жителям в откачке воды. В хуторе Горном зафиксированы случаи частичного размыва береговых укреплений. Несмотря на масштабное подтопление территорий, сообщений о пострадавших среди населения не поступало. Эвакуация жителей на текущий момент проводится точечно по заявкам. Власти города призывают жителей Новороссийска и пригородных сел подготовить документы и предметы первой необходимости на случай ухудшения ситуации. Специалисты предупреждают, что в условиях сохраняющегося прогноза дождей и продолжающегося таяния снежного покрова в горах риски возникновения новых паводков в ближайшее время остаются высокими. 24 января в западной части Турции было зафиксировано землетрясение, эпицентр которого располагался в районе Сендырга провинции Балакесир. По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, магнитуда основного подземного толчка составила 5,1, в то время как Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил его мощность в 4,9. Сейсмическое событие произошло в 00:24 по местному времени на глубине около 11 километров, что способствовало высокой интенсивности колебаний на поверхности. Толчки отчетливо ощущались на обширной территории, включая Стамбул, Измир, Бурсу, Манису и Чанаккале. В Стамбуле жители сообщали о колебаниях, длившихся несколько секунд. Многие люди в страхе покидали свои дома, опасаясь повторных ударов. По предварительным данным, сообщений о погибших или масштабных разрушениях жилого фонда не поступало, однако в районе эпицентра зафиксированы случаи появления трещин в стенах старых построек. Сейсмическая активность в регионе Сендырги остается высокой. В течение 24 января было зафиксировано несколько авторшоков, наиболее заметные из которых имели магнитуду 4,1 и 4,5. Специалисты отмечают, что нынешняя активность является продолжением сложной сейсмической ситуации в провинции Балакесир, начавшейся еще в 2025 году, когда регион пережил серию более мощных землетрясений. Власти призывают население сохранять спокойствие и не входить в поврежденные здания. 24 января прибрежный регион Янбу на западе Саудовской Аравии столкнулся с мощным торнадо, сформировавшимся в условиях нестабильной атмосферы. Огромная воронка возникла во второй половине дня на фоне мощного грозового фронта, охватившего провинцию Медина. Очевидцы запечатлели гигантский вихрь, который двигался по пустынной местности в непосредственной близости от промышленной зоны и жилых кварталов Янбу-эль-Бахр. Торнадо сопровождался крупным градом и интенсивным ливнем, который практически полностью парализовал движение на скоростных трассах региона. Разгул стихии нанес серьезный ущерб инфраструктуре. Шквалистые порывы ветра сорвали обшивку с нескольких ангаров, повалили десятки столбов линий электропередач и вырвали с корнем деревья в пригородных зонах. В ряде районов Янбу было зафиксировано временное отключение электричества, а плотный песок, поднятый торнадо, снизил видимость до нулевых отметок и заставил
заставил полицию перекрыть ключевые участки дорог. По предварительным данным, сообщений о погибших или тяжело раненых не поступало, так как основной удар торнадо пришелся по малонаселенным открытым участкам. Метеорологический центр Саудовской Аравии отметил, что подобные суперячейковые грозы, порождающие торнадо, становятся более частым явлением для королевства в зимний период из-за столкновения влажных воздушных масс с Красного моря и холодных фронтов с севера. Власти призывают жителей сохранять бдительность. Нестабильная погода с риском возникновения новых локальных вихрей сохранится в регионе в течение ближайших 24 часов. 24 января на Гавайских островах в 06:40 утра по гавайскому времени начался непрерывный перелив магмы из южного вентиляционного отверстия, который к настоящему моменту не только не ослабевает, но и демонстрирует тенденцию к росту интенсивности. Одновременно с этим северное вентиляционное отверстие также продолжает переполняться, выбрасывая значительные объемы раскаленного материала в зону кальдеры. Текущая динамика извержения позволяет вулканологам прогнозировать скорое начало 41-го эпизода масштабного извержения, которое может сопровождаться открытием новых трещин или формированием протяженных лавовых потоков. Сейсмические приборы фиксируют стабильно высокий уровень вулканического дрожания, а деформация поверхности в районе вершинного кратера указывает на постоянное нагнетание свежей магмы в верхние отделы системы. Службы Национального парка и Управления гражданской обороны усилили мониторинг прилегающих территорий. Специалисты отмечают, что текущий сценарий развития событий практически идентичен предвестникам наиболее мощных фаз извержения прошлых лет. Из-за высокой концентрации вулканического смога в ряде районов островов выпущено предупреждение для людей с респираторными заболеваниями. – 24 января на Аляске произошел серьезный промышленный инцидент. Во время транспортировки рухнула нефтяная вышка, принадлежащая компании Doyon Drilling Inc. Происшествие зафиксировано на северном склоне, в зоне активной нефтедобычи. Сразу после падения буровой установки вспыхнул пожар, который потребовал оперативного вмешательства экстренных служб. Пострадавшая установка является крупнейшей мобильной наземной буровой платформой в Северной Америке, способной бурить скважины глубиной более 12 километров. В собранном виде ее вес составляет почти 4536 тонн. Установка предназначена для бурения на больших глубинах в суровых арктических условиях. Возгорание удалось ликвидировать, масштабного распространения огня или экологического загрязнения удалось избежать. В результате инцидента никто из персонала, задействованного в транспортировке, не пострадал. Представители Doyon Drilling Inc. приступили к расследованию причин обрушения. Инцидент вызвал временное ограничение работ на прилегающих буровых участках. Ожидается, что ремонт или замена уникальной установки займет продолжительное время. Индийский горный штат Химачал-Прадеш оказался во власти беспрецедентного снежного шторма, установившего новые суточные рекорды по количеству осадков. Согласно данным метеорологического департамента, рекордный показатель был зафиксирован в местечке Коти, где всего за 24 часа выпало 105 сантиметров снега. Экстремальные значения также отмечены в Гондле – 85 сантиметров, Кейлонге – 75 сантиметров и Хадрале – 69 сантиметров. В столице штата, Шимле, высота свежевыпавшего покрова достигла 27 сантиметров, а в популярном туристическом Куфре – 66 сантиметров. Аномальный снегопад привел к фактическому параличу жизни в регионе. На всей территории штата было заблокировано движение более чем по 680 дорогам, включая ключевые национальные автомагистрали. Особо сложная ситуация сложилась в районе Манали и тоннеля Атал, где сотни туристов оказались заблокированы в многокилометровых заторах и были вынуждены ночевать в своих автомобилях при минусовых температурах. Стихия нанесла тяжелый удар по энергетической инфраструктуре. Под тяжестью снега и из-за падения деревьев вышли из строя более 5700 трансформаторов, оставив тысячи домохозяйств без электричества и воды.
Несмотря на логистический хаос, снегопад вызвал радость у местных фермеров, так как он прервал затяжной засушливый период и обеспечил необходимую влагу для яблоневых садов. Правительство штата призывает жителей и туристов воздержаться от поездок в высокогорные районы, так как метеорологи прогнозируют новые волны осадков в ближайшие дни. Северо-западные регионы Испании оказались под ударом мощного атлантического шторма «Ингрид», который принес с собой ураганные ветры, проливные дожди и экстремально высокие волны. Особенно тяжелой выдалась ночь с пятницы на субботу для прибрежных провинций Галисии, Астурии и Кантабрии, где скорость порывов ветра достигала 130 км в час, а высота волн в Бискайском заливе превышала 8 метров. Десятки региональных дорог и участки национальных автомагистралей были заблокированы упавшими деревьями и рекламными конструкциями. Движение поездов в прибрежных зонах было временно приостановлено из-за угрозы обрывов линий электропередач и падения веток на рельсы. На пике непогоды тысячи домохозяйств остались без электричества из-за многочисленных аварий на ЛЭП. В портовых городах, таких как Ла-Корунья и Виго, мощный штормовой нагон повредил набережные, разрушил часть портовых сооружений и затопил первые этажи прибрежных кафе и магазинов. Службы экстренного реагирования получили сотни вызовов, связанных с землетрясением и подтоплениями и угрозой жизни. Власти призвали жителей и туристов избегать прогулок вдоль побережья, а также не пытаться пересекать затопленные участки дорог. Несмотря на значительный материальный ущерб, нанесенный стихией, сообщений о погибших не поступало. Метеорологи предупреждают, что хотя пик шторма прошел, его влияние на северо-западе страны в течение ближайших суток сохранится. Турецкая провинция Анталия оказалась во власти разрушительной стихии. Сильные ливневые дожди, длящиеся несколько дней, привели к масштабным наводнениям в ряде районов – Сирик, Аксу и Кемер. В регионе был объявлен желтый уровень метеорологической опасности. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в районе Аксу, где из-за непрекращающихся осадков река Согуджаксу вышла из берегов. Бушующие потоки воды затопили обширные сельскохозяйственные угодья и сотни теплиц, нанеся колоссальный ущерб аграрному сектору. Разлив реки привел к обрушению участков дорог и повреждению пленочных покрытий парников, лишив местных фермеров значительной части урожая. В районе Сирик критический подъем уровня воды в реке Кёпричай спровоцировал затопление жилых домов и гибель домашних животных в прибрежных зонах. От стихии, бушующей 3 дня подряд, пострадал и курортный Кемер. Сильные ливни и ураганный ветер вызвали подтопление первых этажей зданий, прибрежных зон и основных транспортных магистралей. На городских улицах в Аксу и Кемере вода местами полностью скрыла автомобили, что потребовало оперативного вмешательства спасательных служб для эвакуации людей из водных ловушек. Официальных сообщений о жертвах среди населения не поступало. Метеорологи предупреждают о сохранении нестабильной погоды в Анталии, призывая жителей и туристов избегать нахождения вблизи русел рек и низменных участков. 24 января в деревне Пасир-Лангу, округа Западный Бандунг в провинции Западная Ява в Индонезии, сошел масштабный оползень, вызванный многодневными проливными дождями. Трагедия случилась в ранние утренние часы, когда большинство жителей спали. Огромный пласт земли и камней сошел со склонов горы Бурангранг, буквально стерев с лица земли десятки домов в поселениях Пасир-Кунинг и Пасир-Куда. По официальным данным Национального агентства по поиску и спасению Индонезии, в результате стихийного бедствия погибли не менее 9 человек, однако число жертв продолжает расти по мере разбора завалов. Еще 82 человека числятся пропавшими без вести. Масштаб разрушений в Пасир-Лангу оценивается как беспрецедентный. Около 20-30 домов оказались полностью погребены под многометровым слоем грунта, а общая площадь затронутой территории превысила 30 гектаров. После схода оползня в деревне пропали электричество и связь. В спасательной операции задействованы объединенные силы военных, полиции и волонтеров.
Более 400 выживших жителей были экстренно эвакуированы в здания администрации деревни и временные пункты размещения, где им оказывается вся необходимая помощь. Поисковые команды продолжают разбирать завалы, надеясь найти выживших в воздушных карманах, но шансы на спасение людей стремительно тают. Власти региона объявили в округе Чисаруа режим чрезвычайной ситуации и ввели запрет на возвращение жителей в поврежденные дома до полной стабилизации обстановки. В Хабаровском крае на перегоне Дальневосточной железной дороги произошел сход с рельсов 2 десятков вагонов грузового состава, перевозившего уголь. Инцидент случился в утренние часы на участке между станциями Даймен и Хуту, расположенном в Ванинском районе на линии Комсомольск-на-Амуре – Советская гавань. В результате аварии часть вагонов опрокинулась, что привело к рассыпанию значительного объема угля по железнодорожному полотну и прилегающей территории. По предварительным данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, в инциденте никто не пострадал. Угроза экологической безопасности региона отсутствует, однако движение на данном участке магистрали было полностью парализовано. К месту крушения были направлены 3 специализированных восстановительных поезда со станции Высокогорная и Комсомольск-на-Амуре. Из-за аварии произошли сбои в расписании пассажирских поездов. Следственные органы выясняют причины схода, рассматривая в качестве основных версии техническую неисправность подвижного состава или дефект железнодорожного полотна. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.